Сяо Янь прибыл в совершенно новое место приключений. Желтые источники 9 миров преисподней, священную землю клана 9 глубинных питонов. Место невероятно холодное и мрачное. Многие могущественные члены клана 9 питонов посещают безмятежный источник, чтобы поглотить его энергию и усилить себя во время своих прорывов. Сяо Янь тайно проник в 9 миров преисподней, прежде всего ради кристалла крови желтого источника. Яо Лао сказал ему, что кристалл крайне важен, поскольку его можно использовать для очистки пилюли источника 9 инь, тем самым ослабив силу пламени чищающего лотоса и увеличив шансы Сяо Яня на его поглощение. Но Сяо Янь сначала не находит кристалл источника. Вместо этого видит Яо Мина, бывшего патриарха клана 9 глубинных питонов. Он был двухзвездным святым до ушей. Сяо Янь изначально не хотел откликаться на просьбу Ямина о помощи, тем более, что это неизбежно оскорбило бы весь клан 9 глубинных питонов. Однако, если Ямин мог действительно получить контроль над племенем, это, несомненно, разрушило бы схемы 3 драконьих королей. Потеря такого подкрепления, несомненно, будет большим ударом для них. Но как Сяо Янь мог доверять Ямину? Он слишком мало знал об этом Ямине. После спасения он мог бы и напасть. Ямин не мог заставить Сяо Яня доверять ему после их первой встречи. Но Сяо Янь придумал выход. Одно решение, что давало гарантию. Сяо Янь освободит душу Ямина, но тот позволит ему наложить на нее духовный отпечаток. Если Ямин предаст Сяо Яня, он просто взорвет духовную печать. Да, это была равносильно передаче своей жизни другому. Я доверюсь тебе, только если ты сделаешь это. Честно говоря, я действительно не хочу ввязываться в эти проблемы. Серьезно произнес Сяо Янь. Яо Мин не любил зависеть или ограничиваться другими, но ярость и ненависть в его сердце горели из-за того, как с ним поступил Яо Сяо Тянь. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Я должен разорвать этого ублюдка на 1000 кусков. Сяо Янь обрадовался, услышав согласие Ямина. Тот активировал свой дух, невидимая духовная сила вырвалась наружу. Перед ним образовалась большая черная змея. Сяо Янь видел, как Ямин вызвал свою душу. Иллюзорная печать Сяо Яня быстро вылетела и вторглась в лоб этой черной гигантской змеи. Тело змеи сильно задрожало в момент, когда духовный отпечаток проник в ее лоб. Змея быстро рассеялась и вернулась в Ямина. Сяо Янь почувствовал духовное колебание Ямина. Теперь Сяо Яню требовалось только подумать, и духовный отпечаток, который содержал в себе силу небесного пламени, взорвется и разобьет душу Ямина на куски. Раз все прошло хорошо, то можно и продолжить сотрудничать. Сяо Янь сразу же спросил, где он может найти кристалл источника крови. Оказалось, он очень редок даже в безмятежном источнике. Ему требуется 1000 лет, чтобы сформировать кусок размером с ладонь. Но, к счастью, Ямин обладал одним таким и достал кристалл размером с ладонь. Середина кристалла, казалось, обладала бесконечной струящейся кровью, придавая ей исключительно странный вид. Это действительно кристалл источника крови. Эта темная и холодная сила действительно пугает. Сяо Янь взял кристальное кровавое тело. Страшная, темная и холодная сила распространилась. Сразу же начал замораживать руку Сяо Янь. Поблагодарив за кристалл, Сяо Янь теперь мог заняться цепями Ямина. Как же можно уничтожить эти 4 металлические цепи? Проблема была не в самих цепях, а в скале. Сяо Янь нанес мощнейший удар, однако эта гора не пострадала. Удар Сяо Яня, который мог серьезно ранить святого, не смог даже оставить небольшой отпечаток на этом камне. Скала содержала пустоту, которая заполнялась темной и холодной аурой тысячелетиями. Сяо Янь призвал небесное пламя, что превратилось в иглу, которая аккуратно вставилась в точку, где металлическая цепь проникала в скалу. Лишь так он сумел сломать печать, сдерживающую Ямина. А в это время человек на троне внутри дворца внезапно подскочил. Печать, подавляющая Ямина, была сломана. Как такое возможно? Сяо Янь сломал последнюю металлическую цепь, после чего Ямин был свободен, но доуци в его теле полностью истощена. Сейчас он не мог бы выстоять даже против почтенного воина. Ямин, действительно смог вытерпеть до этого дня. Юный друг, могу я узнать твое имя? Сяо Янь. Молодой друг Сяо Янь. Ямин, никогда не забуду твою услугу за мое спасение. Пока я смогу отомстить, я буду использовать силу всего племени
безмятежных глубинных питонов и помогу выполнить любую твою просьбу. Да, с этого момента Сяо Янь нашел отличного союзника и преданного товарища в лице Яо Мина. Сяо Янь улыбнулся. Он мог ощутить чрезвычайно сильную благодарность в словах Яо Мина. Он щелкнул пальцем, и целебная пилюля полетела в сторону Яо Мина. С помощью нескольких пилюль можно восстановить былую силу, а потом идти против нынешнего вождя Яо Сяо Тяня. В безмятежном источнике Сяо Янь встретился с бесконечным количеством странных змей на обратном пути. К счастью, у Яо Мина имелся способ их контролировать. Менее чем за 10 минут они прорвались через поверхность воды и вылетели из бездонного озера. Цай Линь и остальные девушки ждали его здесь. Глаза Сяо Яня заледенели, когда он увидел следы крови на лице Цай Линь, а в воздухе находился человек в черной одежде. Этот человек внезапно появился и напал, рассказала Цай Линь. Ауры Цэн Линь и Сяо Исянь ощущались немного хаотичными. Они обе получили серьезные травмы. Этот одетый в черный человек посмотрел на Сяо Яня и похожего на скелет Яо Мина. Злобная улыбка появилась на его лице. «Маленький ублюдок, раз ты посмел испортить мои планы, этот король похоронит тебя в этом источнике». Да, как мы поняли, это был Яо Сяо Тянь. Он немедленно прибыл сюда, ощутив, что печать Яо Мина была сломана, но обнаружил здесь троих девушек, королеву Медузу, Сяо Исянь и Цин Линь, и сразился с ними, будучи святым одной звезды. Естественно, девушки получили некоторые ранения, поскольку были лишь на пике почтенного воина. Сяо Янь был в гневе. Какой-то святой одной звезды посмел ранить его спутниц. Да и сам Яо Мин пришел в ярость и пообещал разорвать Яо Сяо Тяня на куски. Но все же перед Сяо Янем были сильные враги. Яо Сяо Тянь на первой звезде святого, а позже прибудет первый старейшина тоже первой звезды святого. Сяо Янь понимал, что Яо Сяо Тянь является святым одной звезды и достаточно силен, раз смог стать вождем племени 9 безмятежных питонов. Сяо Янь отправил Яо Мина к берегу озера, чтобы тот мог восстанавливать доуцы, а сам вышел против Яо Сяо Тяня. Это будет его первая реальная битва с святым после продвижения на этот уровень. Сяо Янь высвободил небесное пламя, превратив пространство в море огня. У Яо Сяо Тяня палец безмятежного источника класса Тянь. Сяо Янь ощутил давление техники доуцы класса Тянь и решил использовать великую небесную ладонь созидания. Когда палец безмятежного источника столкнулся с ней, сфера поглотила его полностью. Яо Сяо Тянь понял, что недооценил противника. Он превратился в гигантскую черную змею, длиной в сотни метров, применил запретный навык «Печать безмятежного источника». Этот навык среднего класса Тянь совместил силу безмятежного источника и его собственную доуци в виде огромной черной печати, покрытой символами. Яо Мин предупредил Сяо Яня, что эта печать способна полностью запечатать доуци, цели, и что когда-то он сам был ею подавлен на сотни лет. Яо Сяо Тянь направил печать на Сяо Яня и обрушил ее вниз. Печать ударила в поверхность безмятежного источника, подняв гигантские водяные столбы. Все вокруг было расплющено силой удара. Яо Сяо Тянь был уверен в победе. Однако печать внезапно задрожала и была отброшена обратно. Безмятежный источник разошелся, и изнутри вырвался ярко-золотой свет. Над Яо Сяо Тянем возникла гигантская золотая фигура. На ее руке вращался четырехцветный огненный лотос. Лотос был обрушен вниз и взорвался при контакте с головой змеи. Разрушительная сила пробила тело Яо Сяо Тяня, и он ударился о стену. Золотой гигант прижал змею. Сяо Янь нанес удар кулаком, наполненным небесным пламенем. В этот момент над бездной прозвучал громкий крик. Приказ был отдан стражам племени схватить Сяо Яня. Со всех сторон послышались свисты ветра и вспыхнули мощные ауры. Весь клан 9 глубинных безмятежных питонов поднялся из-за боя. Сяо Янь продолжал бить ногами змею Яо Сяо Тяня, как вдруг прибыли множество экспертов. Среди них были старейшины и стражники безмятежного источника, крайне могучие эксперты. Яо Сяо Тянь приказал создать великую формацию 10 тысяч змей и убить Сяо Яня. Но, к счастью, тут вмешался Яо Мин. Его тут же узнали. Некоторые старейшин воскликнули с недоверием. «Вождь племени Яо Мин? Как такое возможно? Разве вы не погибли во время неудачной тренировки?» Нынешний глава Яо Сяо Тянь сказал, что тот погиб из-за несчастного случая. Он пропал уже сотни лет назад. Лицо Яо Сяо Тяня дергалось из-за этих разговоров. Все скоро узнают о его коварстве. Большое спасибо за просмотр.
Напишите в комментариях, что вы думаете о таком спасении Сяо Яня и новом союзнике Яо Мине. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!